Снимаем, обязательно вытаскиваем резиночки из крышек. Я извиняюсь, вот. А почему ты их вытаскиваешь? Вот щелчок. Все, готово. Вот такие красивые баночки получились у нас. Здравствуйте! В сегодняшнем видео я расскажу, как готовить тушенку, чтобы она хранилась долго и не портилась. Потому что есть много интересных моментов, почему люди не могут долго хранить тушенку, там месяц, и все, она там уже испортилась. Есть, в принципе, ошибки, о которых мы расскажем, все исправим, для того, чтобы у вас все получилось идеально. Давайте начнем с того, как правильно разделать мясо. Нам нужно, очень важно, срезать хрящ по кость. Вот, потом как бы мясо само вот с косточки вот так вот, небольшие усилия мы прикладываем, оно так сползает. Вот, и срезаем и кидаем в баночку. Как забивать будем, сколько, мы вам все подробно расскажем, покажем, сколько нужно специй и всего. Вот, и косточка, да, может являться тем самым, той самой причиной, которая реально портит нам нашу тушенку, если ее не убирать. Однако мы расскажем вам, как можно делать даже с косточкой, чтобы ваша тушенка не портилась. Так что не переживайте, у вас обязательно все получится. Единственное, что все внимательно слушайте, не пропускайте ролик, полностью просматривайте, расскажем все ошибки, все, в принципе, лайфхаки, чтобы все у вас получилось корректно. Вот. Если делать все правильно, у вас все получится быстро, и мясо слезает легко и просто, как видите. Есть небольшой отход, так сказать, продукции, косточки и всякие хрящики, их можно сварить, отлично из них получится суп или там бульон для собачек, и в принципе еще вкусняшек останется. Косточки собакам не даем, давать косточки собакам нельзя категорически. Вот. Итак, мы сейчас будем в мясо засыпать соль, обычную кухонную, каменную соль. Будем добавлять приправы. Ложим на глаз. Да. Так как я примерно понимаю, сколько нам нужно. Остальное высыпаем на поддон. Юлия, пожалуйста, объясни людям, что за прикол, почему, когда многие люди готовят от псевдопрофессионалов в Инстаграме, ТикТок, и так далее, Ютуб, почему у них портится тушенка, в чем причина? Вот они набодяжили мясо, там все вкусненько, там запаковали баночки, все закрыли, законцентрировали, и, короче, там у них все, порча, сплошная порча, все цветет и плохо пахнет. В чем проблема? Лично я с таким сталкивалась тоже, и могу сказать, что это из-за кости, потому что кость трубчатая, например, в курице, она не пропускает достаточно температуры, чтобы прогреть там, и в кости может остаться даже ботулизм. Банки надо стерилизовать? Вот вопрос сейчас будет. Конечно, обязательно. Они ведь то есть стерильные сейчас? Да, они вымыты, простерилизованы. Угу. С ботулизмом там или что там? Это единственная причина из-за косточек, почему там, продукт портится, не доживает, в общем. Кости в мясе внутри банки плохо прогреваются, и поэтому кость работает как термос. Мясо вокруг уже сварилось, а внутри кости температура осталась низкой, и там могут выживать опасные бактерии. Кровь в костях портится быстрее, поэтому она закисает и гниет гораздо быстрее, чем чистое мясо. Так, мы сейчас показываем, что в этом баночке ссыпаем сколько? В каждую баночку ложим по 2 лавровых листочка. Если у вас будет 3-литровая банка, мало ли, тогда ложим 4. А если по 3 ложить, будет что-то от этого хуже? Кто-то любит, кто-то не любит, оно может немного горчить. Так, а это что? А это горошек. Такой разноцветный. Его ложить обязательно? Честно, в разных рецептах люди говорят 2-3 горошка, 2-3 горошка. Но я вот сколько бы ни ложила, такое не замечала, чтобы оно там какую-то горечь давало или остроту. У меня будет еще такой хейтерский вопрос. Почему вот на фабриках, на заводе все-таки там косточка присутствует и ничего ни у кого не портится? На фабриках используют в основном исключительно перец, лавровый лист и соль. Больше ничего. Так. А люди используют уже свои какие-то примочки, приколы, такие как зеленый перец острый или там лук добавляют, чеснок.
Помешай мясо до Оно видео, то- чтобы оно было чем тоже- занять зрителей. Оно тоже может, ну да, Так, продолжай, пожалуйста. оно тоже может влиять на это, на качество хранения. И обязательно не более 15 градусов. Вообще лучше до 12, чтобы было. Будь это холодильник, подвал, погреб. Ну, просто люди, бывает, говорят, сделала все как на фабрике, но только у меня все испортилось. Завонялось там, ну, все. Вот косточка попалась, потом надо быть осторожным. Ой-ой-ой. Да, друзья, пожалуйста, будьте осторожны, внимательны. Да, кстати, по поводу костей и порчи тушенки. Если так получилось, что вы все равно как бы сделали с костью, не стали там очищать, захотелось вам так, то просто секрет в том, что вам нужно продлить на 30% больше готовку по времени. Например, если вы там 4 часа готовите там тушенку, то вам нужно плюс 30% к этому времени добавить. И тогда, ну, есть шанс, что эти трубчатые кости, они пропарятся настолько, что там все будет максимально стерильно, никакой ботулизм не спрячется и дольше прохранится тушенка. Короче, друзья, лучше кости удалять, но если вдруг все равно вам не хочется так делать, то делать, я так понял, до той степени, чтобы, короче, кости были не то что мягкие, как жвачка, а чтобы они вообще растворились, там практически просто хрупкими стали. Правильно я говорю? Да, да, все верно. Так, вот мы сейчас загружаем, все делаем, готовим. Друзья, сейчас самый момент истины наступает. Заполняем не доверху, а чтобы было 2-3 сантиметра, для того, чтобы, когда выйдет сок, там желатин начнет образовываться, чтобы ему было куда деться. В данный момент это уже предел? Да. Так. Ну, для меня. Кто-то, может, больше накидает. Друзья, скажу, что у нас ничего не портилось, хранилось долго, и даже есть то, что еще хранится. И когда надо, открываем, и там все в порядке. Ну, обычно мы, конечно, готовим из домашней птицы, но сегодня так получилось, что готовим из магазинной. Пожалуйста, не спрашивайте, почему. А почему? Ну, блин, потому что времена такие наступили. И это сейчас не отмазка, а реально, друзья, это сегодня реальная реальность. Семья очень огромная. В мире происходит что-то, что я не могу сегодня говорить. Почему, как. Все у нас умные подписчики в основном. Все у нас умные подписчики в основном. Короче, у нас все умные, и поэтому все сами знают. Нет, ну есть, конечно, хейтеры. И мы благодарны им, что они у нас есть, потому что ну куда же без вас, родные, дорогие. Благодаря вам, наверное, процентов, наверное, 60 успеха нашего заключается. Поверьте, какое бы видео ни было, мой муж абсолютно точно уверен в том, что он говорит, и знает эту информацию. Что бы кто ни писал, и мне нравится, как кто-то, когда отстаивает нашу позицию, пишут диванные эксперты. Мы благодарны этим диванным экспертам за участие. Потому Спасибо. что без них никак и никуда. Спасибо. 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 Так, что-то я не рассчитала. Мясо меньше, чем банок получилось. Будем убирать. Или мясо добавлять. Надо будет просто еще съездить разочек в магазин. Но, друзья, для общего понимания, здесь было реально 6 килограмм мяса. Да, было его много. По твоему мнению, сколько здесь килограмм мяса в этих баночках сейчас? Ну, когда они были еще с костями, где-то 6. 6 килограмм. А в банках? В банках где-то 2,5, наверное. То есть реально Даже почти вот 4 так. килограмма костей. Даже- Правильно я понимаю? Да, да. Ну, кости, хрящи. Все положила, теперь забираю. Потому что... И теперь мы сейчас будем это все дело отправлять в духовку. Нет, Нет? еще нет. Еще один секрет. Сейчас расскажу. Так, в такой момент, наверное, я немного неправильно посчитала. Вот взвесив не 2,5 здесь килограмма, а явно
4, ну, учитывая соль, 4 точно килограмма есть. Не 2,5. Дальше. Ну вот, берем ножнички или что-нибудь. Снимаем. Обязательно вытаскиваем резиночки из крышек. Я извиняюсь, Вот. а почему ты их вытаскиваешь? Чтобы была просто крышка. И накрываем каждую банку. Ну, ничего больше не делаем. Не закрываем. То есть эту резинку зря сюда сунули или что? Нет, не зря. Это для закруток. Но так как мы ставим в духовку, резина расплавится и даст неприятный запах. И прибавит неприятный вкус. Ну, конечно. Вот. Поэтому мы снимаем. Когда будете закатывать, там уже новые крышки возьмете. Потому что Друзья, кстати, вот это берите реально на ус или там еще куда. мотайте на ус. Ну да. Крышки абсолютно безопасны. Я изучала этот вопрос. Вот, не переживайте, никаких токсинов и токсичности, не взрываться, ничего не будет, все будет в порядке. А можно ли просто вместо крышки вот просто фольгу вот так? Можно. А фольга, Можно она фольгу. не будет токсичнее или как? Ну, обычно делают, но я Я понял, так предпочитаю кто-то делает, я понял. Да, так как я Но мы делаем так. фольгой практически не пользуюсь, в редких очень случаях. Да, реально эти резиночки, короче, друзья, я реально вот бы, если бы не моя жена, я бы не допер. Я бы реально бы с ними запихнул бы в духовку. Но потом, когда вы вытащите банки, Мгм. вы возьмите новые крышки. Обязательно простерилизованные. А почему? Ну, потому что если вы будете вставлять обратно, вот, ну, Не, ну то не, есть это не став- вы уже А. занесете кучу микробов сюда. Всё, и, понял. И не факт, что получится. Ладно, это был банальный мужской вопрос. Ставите в духовку, в холодную духовку на 200 градусов. Как только закипает внутри, там пойдет бульон, куриный сок, выделится мясо. Ставите на 150 градусов. Ну, хотите больше, до 180, до 170 и на пару часов. Вот, когда будет готова тушенка, вы выключите, приоткроете дверцу слегонца и дадите немного ей остыть, потому что если вы вытащите на холодный воздух, например, да, открытое окно, банки могут треснуть от резкого перепада температуры. Это обязательно нужно учитывать, чтобы оно немного остыло. Потом достаете новые крышки, закатываете вверх ногами, укутать, чтобы им было тепленько, чтобы не замерзли. И подождать пока до полного остывания. Потом убрать в темное прохладное место. Окей, все равно какой-то хейтер задаст вопрос. Один-единственный. И сколько оно может быть максимум там стоять? Лет, дней, месяцев, годов? Ну, лично у нас больше полугода не стояло. У нас все съедается, поэтому гарантировать не могу. Условия хранения очень важны. Если человек не соблюдает, а потом говорит, я сделал, как вы сказали, а потом у меня все пропало, ну, тут еще вопрос, как человек, какую использовал технологию. Как он, короче, относился к этим банкам? Пчихал он в них, не пчихал? Стерилизовал ли? Это Да. важно, потому что в банках могут жить тоже всякие микроорганизмы, которые не исчезают. Хотя банка вроде как кипятится внутри и снаружи, это все нужно учитывать. Бактерии еще могут размножаться, если что вдруг. Такие красивые баночки. Мы отправляем в духовку. Да, будут очень вкусными. Так, 200 градусов, правильно? Да. До момента закипания. Ауч. Все, ждем. Еще раз напоминаю, что ставим в абсолютно холодную духовку, чтобы она нагревалась и прогревалась вместе с банками. Потому что могут лопнуть банки, если вы поставите в горячую, нагретую духовку. Вот. Не забудьте обязательно на противень, на дно, на котором стоят банки, насыпать соль. Так прилично, чтобы было такой пушистый ковер создать. Или постелить полотенце.
тоже, чтобы оно от температуры не полопалось. Но банки, чтобы не лопнули от соприкосновения с противнем. Готовится до закипания, когда пойдет там уже сок, на 200 градусов. Потом включаем на 150. Не забудьте. Спустя какое время на 150 мы включаем? Как только закипят. То есть У каждого разная духовка, конечно. То есть мы увидели здесь бульбашки, оно начало что-то там кипеть, и мы можем уже 150 вырубать, правильно? Верно. А потом идут после этого какие-то понижения? Нет, один раз ставим на 150 и все. И все. Да. Следим дальше, друзья, что будет происходить. Полотенце должно быть влажным и обязательно только 100% хлопок. Синтетика расплавится. Вот мы видим, что уже начала кипеть водичка, бульончик. Поэтому теперь можем с 200 градусов поставить на 150. И по времени теперь это должно быть где-то готовиться 2,5-3 часа. В таком режиме температуры. Вот такие красивые баночки получились у нас. Но я добавила немного воды и желатина, потому что не хватило с этого мяса, чтобы уже наверняка. Пропорции добавляла на 900 миллилитров одну упаковку желатина. Размешала и добавила просто сверху. А крышки уже готовы? Вот, здесь мы стерилизуем крышки. Сколько еще их готовить? Все можно выключать. Окей. Буквально там минутки 2. Стерилизуем. Берем баночку, ставим. Эти крышки, помним, да, мы снимали резинки, оставляем их до следующего раза. Вот. Ложим новую уже с резиночками и закатываем. Все быстро и легко на самом деле. Очень просто. Вот щелчок. Все, готово. Теперь остывает и убираем в холодное темное место. Соль, которая у вас осталась на поддоне, в нашем случае в духовке, можете оставить ее на следующий раз тоже куда-нибудь в кулечек убрать, спрятать, чтобы каждый раз не покупать соль для противня. Смотрите, какие добротные получились. Жирочек, желатин. Ну, такую же схему проворачиваем со всеми остальными баночками. Подписывайтесь на канал. У нас много полезной информации. Да.